Центре Гиляровского. Меня зовут Елена Петухова, я представляю Союз московских архитекторов. И сегодня мы на необычной для нас площадке проводим прекрасную лекцию. Что это за лекция, вы, наверное, все знаете. Пришли сюда не случайно, потому что тема была заявлена очень четко. Работа с архитектурным наследием. И не просто с наследием, а опыт голландских экспертов. Они работают не только в Голландии, но и по всей Европе, не только в Европе, но и в Америке и в Азии. Это крайне интересный опыт, потому что в Голландии существует определенное специфическое отношение с наследием. Они считают, что очень важно, чтобы памятники истории, культуры, архитектуры, чтобы они жили, использовались людьми, чтобы в них происходила жизнь, чтобы ими пользовались. Это и есть, на их взгляд, единственная правильная судьба памятника, который был создан в прошлом. Сейчас он находится с нами, и для того, чтобы он жил дальше, чтобы он существовал в будущем, мы сейчас должны продолжать его использовать, приспосабливая так или иначе. Сегодня мы как раз поговорим об этом, благодаря помощи посольства Нидерландов, пригласившие сюда в Россию экспертов, прежде всего Жана-Поля Кортена, которого грандиозно, он о нем подробнее расскажет, о работе с наследием и покажет несколько примеров, на его взгляд, наиболее интересных. А потом мы попытаемся в формате вопросов и ответов сравнить то, что происходит с наследием в России, что происходит в Европе, почему, в чем разница и в чем причины этих разных подходов. Еще, заканчивая свою большую вступительную речь, я хочу рассказать, проанонсировать один из главных поводов, собственно, проведения этой лекции, а именно выставку проектов реновации редевелопмента голландских экспертов, которые были сделаны при участии голландских экспертов. Эта выставка основана на проектах, опубликованных вот в этой книжке. Так вот, на основе этой книги осенью, в сентябре, в конце сентября в Москве откроется выставка. Она проработает до начала ноября, потом переедет в Питер, и там она будет проходить в рамках культурного форума. И в развитии этой темы, в рамках подготовки этой выставки, мы будем проводить различные встречи, дискуссии вот, в течение лета. Ну а главные события, конечно, будут сосредоточены в створе работы выставки. В том числе будет воркшоп. Мы надеемся, что в октябре Жан-Поль вернется в Россию и проведет воркшоп. На реальных кейсах мы попытаемся смоделировать сценарии редевелопмента исторических объектов. Thank you very much, Elena. Thank you very much for the occasion. I'm very honored to be here with you tonight. Спасибо, Аня. Спасибо большое вам, что пришли. Мне большая честь быть с вами здесь сегодня. My Russian, unfortunately, is not enough to address you in Russian, so I'm very happy to have Vera with me to translate. Мой русский недостаточно хорош, поэтому я могу помогать с переводом. Let me introduce myself first. My name is Jan-Polь Korden, as already said by Helen. I work for the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands. Меня зовут Жан-Поль Кортен, я работаю в Министерстве образования, культуры и науки Голландии. And I also lecture at the Institute for Housing and Urban Development Studies of Erasmus University of Rotterdam. Также я читаю лекции в университете IHS, в университете Эразма, школа IHS, школа, которая занимается городским развитием и жильем. I am a historian by education, I always say, and I am a conservationist by profession, but I am an urbanist by necessity. По образованию я историк, по профессии я охранитель наследия и по необходимости я урбанист. Since I learned if I want to work in conservation, then I badly need
urbanism. Я понял, что если я хочу работать в области сохранения наследия, то я неизбежно сталкиваюсь с городским вопросом, должен разбираться. And I'll try to explain during my lecture tonight. И это я постараюсь в сегодняшней лекции объяснить. So, reuse, redevelop and design is the title, and what I want to tell you is how in Holland at this moment we deal with heritage conservation. Тема моей лекции – это повторное использование, редевелопмент и редизайн. И, собственно, это касается использования наследия в Голландии сегодня, как мы подходим к вопросам сохранения использования наследия. Which does not mean that the way we do it is the only way or the best way, but I just want to show where we differ for reason of debate. Это совершенно не значит, что то, как мы это делаем, это единственный возможный, единственный правильный способ, но я хочу вам про это рассказать, и дальше это, возможно, откроет платформу для обсуждения и дебатов. But let me first start with a brief history of the city of Utrecht. What you see here in the picture is my hometown, being the city of Utrecht. The city of Utrecht. Хотел бы начать с небольшого вступления про мой родной город, который вы видите на картинке, город Утрехт. In the next picture, we see that the origins of the city of Utrecht date back to Roman times, when it happened to be a stronghold on the most northern border of the Roman Empire. Город был основан в 47 году нашей эры римлянами, под крепость на северных границах Римской империи. The urban fabric of the city, as we see on the next slide, dates back from the Middle Ages, when the city used to be an important religious center. Морфология города во многом была сформирована в средние века, в 12-13 веке, и, собственно, это тогда, когда появился современный центр Утрехта. Many of the architectural features on the other end of the city date back to the 17th century, when the city was an important city for trade and commerce. Если в средние века это был религиозный центр, то дальше многие из зданий сегодняшних они датируются 17 веком, когда Утрехт стал центром торговли и коммерции. In the 19th century, industrialization took place outside of the city center. В 19 веке это эпоха индустриализации, промышленной революции, но эти процессы в основном касались периферии города. So different from many other European cities, industrialization did not lead to big urbanization and did not lead to many changes in the former city center. В отличие от многих европейских городов, индустриализация не коснулась центра города и не привела к радикальному росту населения. Meaning that today, in the inner city of Utrecht, we still have many layers of history joining together. И в результате сегодня в историческом центре у нас по-прежнему сохранились разные слои исторические, культурные и архитектурные. If we move to the next slide, I show you a small diagram. And what I want to tell with this is that actually in the almost 2000 years of the existence of the city of Utrecht, an enormous amount of resources have been accumulated in the city. Следующая диаграмма на таком схематичном виде показывает, что вот за почти 2000-ю историю Утрехта город аккумулировал в себе колоссальное количество ресурсов, прежде всего культурных ресурсов. So being natural resources, being human resources, and being also energy. И также каких-то естественных, природных ресурсов, и человеческих ресурсов, и вообще разнообразной энергии. And this energy is not only natural energy, but also cultural energy, in the sense of
creativeness of architects and city planners, for example. И энергия не только в прямом смысле, хотя в этом смысле тоже, но и креативной энергии, архитекторов, градостроителей и просто людей, которые участвовали в развитии города. And so actually what this diagram shows is that through time the city has gained an enormous accumulation of this embodied energy. Собственно, вот это я хотела этой диаграммой показать, что со временем город аккумулировал в себе все эти ресурсы, всю эту энергию. And what it also shows is that if you don't invest in this city, then it tends to drop down. Но также диаграмма показывает, что если город не вкладывать ресурсы, то имеется тенденция к снижению этой энергии. So also actually a city acts according to the laws of enthalpy. Enthalpy. You may know from your chemical That's lessons. when Okay, so the laws of enthalpy mean that all matter in this world tends to drop down to the lowest state of energy. And actually that's also what we see happening in cities. As long as we do not invest, it tends to drop down to a lower phase of energy. В общем, по закону сохранения и, наоборот, растраты энергии в городе, в котором энергия накапливается, она сохраняется или инвестируется, и наоборот, если процесс обратный, то, соответственно, эта энергия растрачивается. Thank you. So, and now at the point where we are now, say at 2018, we have to decide where do we go from here. Do we use the energy that has been invested for 2000 years in the city, or do we start something new? И вот в 2018 году перед нами стоит выбор, что мы делаем. Либо мы сохраняем эту всю энергию, скопленную за тысячелетнюю историю города, или же мы начинаем что-то совершенно новое с нуля. And I think it is for reasons of sustainability that we are obliged to look after what we have. И, конечно же, мы должны смотреть на то, что у нас есть. Это просто с точки зрения устойчивого развития и развития вообще это необходимость. So actually the point I want to make is that actually if we talk about heritage conservation, we have to start from the sustainability issue. И в некотором смысле это первый тезис. Если мы говорим о наследии, то мы должны говорить в первую очередь о устойчивом развитии. So I think we should start actually in the sustainability discussion. Из дебата и обсуждения устойчивости. As you may know, there is the Brundtland report from 1987. Is that known to? Well, there it was more or less defined. The sustainable development was defined as follows: sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Как многие из вас, наверное, знают, впервые определение устойчивого развития было сформулировано в 1987 году в отчете Брundtленда. И это такое развитие, которое, с одной стороны, удовлетворяет потребностям настоящего, но позволяет также будущим поколениям удовлетворять их потребностям и необходимостям. So what the Brundtland report actually does, it relates the current society to the future generations. То есть некоторым образом отчет Брundtленда он связывает сегодняшний момент с потребностями будущих поколений. We have a responsibility to future generations. У нас есть перед ними ответственность. But for the same reason, I think we have to amend the Brundtland declaration, since I think we also have an obligation to earlier generations.
Я считаю, что мы также должны внести некоторую коррективу в это определение и соотносить себя не только с будущим и с потребностями будущих поколений, но и с прошлым, и уважать те усилия, которые были сделаны до нас. So actually, we need not only, we do not only have a responsibility for future generations, but we also have a responsibility to our ancestors for reasons of the investments they made in today's society. Наши предки делали очень серьезный вклад в развитие общества, в наше развитие. И, соответственно, нам важно уважать не только наших потомков и думать о них, но и наших предков. Yeah, so I think we should somehow amend the Brundtland definition in a way that it should also consider the efforts of former generations. Таким образом, было бы неплохо скорректировать это определение отчета Брundtленда, чтобы учитывать вот этот вклад предыдущих поколений. And again, still have for reasons of the future generation. Но опять же, мы это делаем для целей будущего, для будущих поколений. So there is reason to consider at least the reuse of the existing building stock. Таким образом, есть вполне объективные причины, почему нам стоит использовать то материальное наследие, те здания, сооружения, которые были созданы до нас. And so what we should also keep in mind that what are there are arguments for reuse. By tradition, we mainly know the historical argument for conservation. Есть целый ряд причин, почему так надо. Но традиционная причина, первостепенная, считается, что это вот по цели сохранения исторического наследия, чтобы сохранять историю. And I think these arguments, these historical arguments, are still valid. И, конечно, этот аргумент, он по-прежнему важен и имеет смысл. There can be reason to keep our heritage. There can be reason to reuse our heritage for reason of historical reasons, reasons for identity, reasons for beauty. These are the three main historical arguments dating back from the 19th century for heritage conservation. Identity, history, beauty. Этот аргумент, он, собственно, возник в XIX веке, когда впервые появилось это обсуждение вообще ценности исторического наследия, и мы сохраняем то, что было сделано до нас, для целей сохранения истории, сохранения идентичности и сохранения красоты. But gradually we come to learn that there are also other arguments for heritage conservation and for reuse. Но постепенно мы пришли к тому, что есть и другие аргументы в защиту наследия. One is actually the eco-efficiency. Один из таких аргументов – это экологическая эффективность. Which I think at this moment is the most urgent one, the most prominent one for heritage conservation. And there, what is of great interest is the research of the so-called Preservation Green Lab from Washington. И интересно, что это сейчас один из центральных таких аргументов в обсуждении наследия. Перед вами отчет Green Lab Вашингтона. And what they quite convincingly prove is that the greenest building is, in their opinion, next one. И в этом отчете они доказывают, что самое зеленое здание – это Well, the one that already exists. то, которое уже существует, уже построено. So they quite convincingly prove and also calculate in models that reusing existing buildings is, from a point of view of investment of energy, of investment of resources,
much more sustainable than building the same building new. И в этом отчете доказывается на конкретных примерах с использованием конкретных вычислений, что существующее здание, оно в любом случае более выгодно с точки зрения экологии, чем строительство нового, в которое еще предстоит вложить, на строительство которого предстоит потратить энергию, потратить строительные материалы. То есть оно в любом случае менее эффективно с экологической точки зрения, менее устойчиво. According to their calculations, the investment made in new buildings only equals the investment in existing buildings in terms of energy, in terms of resources, in a time of 70 to 80 years. Те инвестиции, те затраты энергии, ресурсов, которые требуются при строительстве нового здания, они сопоставимы с затратами существующего здания в перспективе 70-80 лет. Okay, so if it comes to the reasons for reuse, there is a historical argument, but we also have an argument of eco-efficiency. And next to that, even. Таким образом, к историческому аргументу добавляется аргумент экологический, а еще. But there is also the economic argument. Historical buildings can help in an economic sense, in a way that it can upgrade the property value. Исторические здания, они также могут быть экономически эффективными с точки зрения того, что они могут представлять собой большую ценность и большую привлекательность, в том числе инвестиционную. It also needs a more skilled labor force. The labor force used for restoration is on a higher skilled level than the labor force on new construction. А еще для поддержания такого здания, для проведения реставрационных работ требуются трудовые ресурсы более высокой квалификации. And there are also researches that show that cities with a large amount of historical features attract more foreign direct investments than cities that have less historical features. И есть исследования, которые показывают, что города с большим объемом, большим количеством исторических зданий привлекают больше прямых иностранных инвестиций, чем города, в которых таких зданий меньше. Next to the economic argument, there can also be a social argument. Также есть аргумент социальный. Historical features, historical areas can help to get a stronger social cohesion. Исторические здания, историческая среда позволяет улучшать социальные связи. Although, of course, we have to keep in mind, if you aim after social cohesion, you can do it in more ways, but using the heritage can be a way. Конечно, это только один из способов, существуют различные способы, методы, как эти социальные связи развивать, но при этом наследие помогает в этом тоже. And last but not least, there should also be a reason for psychological sanity. И, наконец, последний аргумент в списке, но не последний по значимости, это психологическое здоровье. And there I refer to the so-called Happy City Lab. And these people, what they actually research, the research they do, shows that people feel happier in cities that are more diverse. Есть такая Happy City Lab, лаборатория счастливого города, и ее исследования показали, что в тех городах, где больше разнообразия, люди чувствуют себя более счастливыми. And according to them, the diversity in cities is largely determined by the number of historical layers.
А вот это разнообразие в городской среде, городской среды, оно непосредственно связано с разнообразием, количеством вот этих вот слоев исторических и архитектурных. So, according to their research, people living in historical cities should be more happy than city living in less historical cities. И вот по их исследованию люди, которые живут в исторических городах, по этой причине должны быть более счастливы, чем те, кто живут в городах, где отсутствует историческая перспектива. I must say, I'm not sure if that really always is the case. Я, с своей стороны, не уверен, что это всегда так. Since I can also think of examples of a modern city where people very much like to live, as there is, for example, the city of Brasilia, which happens to be a place that is very much favored by people to live. И я знаю примеры, где, мне кажется, примеры молодых городов, где люди вполне счастливы, где они хотят жить. Мне приходит в голову Бразилия, модернистский город, куда люди стремятся приезжать. So anyway, how very valid this argument is, I'm not completely sure. Поэтому я не вполне уверен, насколько этот аргумент 100% достоверный. But the point I want to make is that there can be many reasons, there can be arguments to look after reuse of buildings instead of building. Но, тем не менее, показывает список этих аргументов, показывает, что есть причины, почему нам стоит сохранять и использовать существующие исторические здания, и не только исторические причины. And still, at the same time, I also do not want to exclude new architecture or new buildings. Но, конечно же, я совершенно не хочу исключать из процесса городского развития архитекторов и новые здания. Okay, let's turn now to the Dutch experience. Теперь хотела бы рассказать вам о голландском. Then I always find this a very interesting picture. Это интересная такая фотография. It shows the so-called Laaghavenkwartier, being the harbor area of the city of The Hague. Это в Гааге порт. And it is a very nice illustration of a transformation in the Netherlands from an industrial society to a knowledge-based society. И хорошо демонстрирует ту трансформацию, которая прошло в недавнее время голландское общество от промышленной модели развития к экономике знаний. You almost literally see how industrial sites are being pushed out in this picture by new construction work. Ну, по сути, бывшие промышленные зоны выталкиваются, изгоняются из города. That's not the only transformation we are dealing with in the Netherlands at this moment. Also, on the next slide shows we also are no longer a purely feudal society, but we are today a much more equal society. Also meaning that a lot of estates, a lot of feudal buildings do not have a function anymore for what they were built for. Но это не единственная трансформация, которая происходит в Голландии. Она из важнейших трансформаций. Это переход от феодального классового общества к обществу, основанному на равенстве, в результате чего многие из зданий, созданных в предыдущей эпохе, например, такие особняки аристократии, уже не могут использоваться по прямому назначению. Also, what we may see on the next slide, there's also a transformation going on the countryside. Также трансформации, изменения касаются не только городской среды, но и загородной. Meaning that a lot of these huge farm states and huge barns become to stand idle. И очень многие фермы, такие большие сараи, которые раньше использовались, теперь тоже по назначению не используются.
And maybe an even more dramatic transformation is seen on the next slide. That is, we are very much transforming today from a religious society to a secular society. Ну и, может быть, еще более значимое изменение, что мы наблюдаем переход от религиозного общества к обществу секулярному. Causing actually a lot of problems. Today we have some 200 churches standing idle. И, конечно, с этим связаны определенные проблемы. В частности, у нас сейчас где-то 200 церквей, которые не используются, они просто стоят. And every day there are coming more churches standing idle. И их количество постоянно увеличивается. And then the question is what to do with them. Вопрос, что мы можем с ними теперь делать. And here, the picture here shows an example of a way how a church in the city of Zwolle has been transformed to a bookshop. Вот один из возможных примеров существующей церковь, которая теперь используется как книжный магазин. Which may be, especially I think in the Russian context, be a very radical transformation. В российском контексте, возможно, это выглядит как такая радикальная трансформация. But we have to consider also the context. Но необходимо также смотреть на этот вопрос в контексте. The context is a situation where we have 200 churches standing idle. А контекст такой, что есть 200 церквей, которые вообще не используются. And the question then also, what is your alternative? И вопрос, где альтернатива, могут ли они использоваться как-то иначе. If you don't do anything, then at a certain point you will completely lose the structure. Если ничего не делать, то со временем мы их просто потеряем. Which of course can also be an option, can be a choice. Это тоже вариант развития, тоже выбор. But in this case, I think that in the whole process of negotiation with all the stakeholders, we actually still have been able to keep the essential part of this church. Мне кажется, что нам удалось в Голландии в результате таких продолжительных обсуждений с самыми разными стейкхолдерами достигнуть некоторого компромисса и найти решение. Although it is no longer used for religious service, И хотя сейчас эти церкви уже не используются как религиозные объекты, у них не проводятся службы, it still, or actually again, has become a place for the community to meet. они, тем не менее, остаются, вернее, начинают вновь использоваться как место для общения, для сбора общины, место, где община имеет свою платформу. Since next to be a bookshop, it also is a place where events take place. It is a place of gatherings and it is a place of meetings. Это место, где люди могут встречаться, это не обязательно книжный магазин, это места, где проводятся различные мероприятия. So that is one of the examples. But so the point is, we are, the point I want to make is, we are constantly as a society, we are changing. Что я хочу этим сказать, что как общество мы все время меняемся. I presume every society is changing continually, and I presume also the society in Russia is changing and is transforming. Это касается всех обществ, идет такое последовательное развитие, эволюция, и, наверное, российское общество это тоже касается. So, social change is not something that is unique for the Netherlands. Но в любом случае, социальные изменения, социальное развитие – это не что-то уникальное для нашей страны. I presume. Я предполагаю. Yeah. But now, if we come to talk about reuse, what are the specific features of the Netherlands at this moment?
Если мы говорим об использовании исторических зданий, то вот я хочу рассказать, какая сейчас конкретно в Нидерландах ситуация. And then I can think of three things. The first one. И мне привлеку три примера. Well, three elements I think where we differ as the Netherlands from Russia is in the sheer amount of reused buildings. Мне три таких момента, в которых мы отличаемся, мы в Голландии отличаемся от России. Первое – это, собственно, количество таких исторических зданий, объектов культурного наследия. Also in the creativity that we deal with it. Второе, что касается некого креативного подхода, как мы вообще с этими зданиями обращаемся. And also, well, just wait. And also in what we call poldering. И третье – это то, что называется полдеринг. Это Well, actually, it is a kind of negotiation. I will explain later. But let's start with the number of. Это такой специальный термин, я его чуть попозже объясню. Он касается умения договариваться. Но сейчас давайте начнем с количества. What we can observe in the Netherlands that actually reuse has become more or less fashionable. But that was, say, 30 years ago, that was different. In 1970, it was not very common to reuse a building, but it was much more common to build new structures. Первое, что хочется отметить, что сейчас использование исторических зданий для каких-то новых целей стало модным. И это все-таки относительно новое явление, там, с 70-х годов, до этого это было совсем не так. This actually started in Italy with architects like Carlo Scarpa and Aldo Rossi. И начался этот процесс в Италии с архитекторов Карло Скарпа и Росси. And somehow this has become very fashionable, and today it is a very common thing to do. And probably, as it goes with fashion, in the next maybe 20 years, it will probably be different. И довольно быстро тенденция стала распространяться, стала модным, и можно предположить, что, как любая мода, через какое-то время она уйдет. But anyway, it means that, for example, what we see here is a very interesting example, I think. Здесь вот интересный пример показан на фотографии. But which I should explain. It is part of the current Faculty of Architecture in the city of Delft. Это помещение архитектурного факультета в Дельфте. What happened was in the year 2008, the former building of the Faculty of Architecture in Delft completely burned down. В 2008 году предыдущее здание Дельфтского факультета архитектуры Дельфта сгорело. So the first response was actually we have to build a new faculty. И первый такой очевидный был предложен ответ: нам нужно построить новое здание факультета. But that did not happen. Но это не произошло. Instead of that, and that is due to the fashion, they reused an existing building that was standing idle at the moment. Вместо этого и во многом под влиянием вот этой вот моды было решено использовать существующее здание, которое в тот момент стояло пустым и не использовалось. And they managed to adapt it to the needs of the faculty. И им удалось приспособить его к нуждам факультета. And actually, it was also an exposure of a new way of architecture, an architecture no longer of building new, but an architecture of intervention. И это тоже была некоторая такая демонстрация, некий манифест архитекторов, которые не только там строят новые здания, а используют существующие и интегрируют с ними. So actually, it is this very symbolic act that the Faculty of Architecture does no longer build something new, but goes to the way of intervention architecture. И это вообще интересный такой даже символический момент, что
ведущая архитектурная школа не строит новое здание, а представляет такую интервенцию в уже существующее. I would like to add one thing. It was hastened because there was a true pressure, because the students were expected in September, and burning down was somewhere in the year. And they had to decide on the spot what to do. Ида добавляет, что еще очень важный момент, что это все происходило очень-очень быстро, потому что пожар произошел в течение года, а на следующий год уже студентам нужно было, в общем, новое помещение, и нужно было очень быстро решить, что же делать. That's of course true. And so there was an urgency at that moment that made them choose for an existing building. Ну, да, это действительно так, и в некотором смысле это тоже повлияло на выбор уже существующего здания, а не строительство нового. But the interesting point is that they did not choose to move out to a new building, but that they stayed in the old building and adapted the old structure to the current needs. Ну, тем не менее, все-таки это интересно, что архитектурная школа не въехала в новое здание, а решила использовать уже существующее. And as always, in the case of architecture, you will probably know, it is a matter of taste whether or not you like it. И с любой архитектурой это всегда вопрос времени, вам это понравится или не понравится, будете себя там комфортно ощущать или нет. Yet, that is not what is important here. The importance is that it is a functioning faculty at this moment, and it is in that respect successful. Здесь еще важно сказать, что это здание используется по-прежнему, и это очень успешная архитектурная школа. What we see here on this picture is a quite important intervention under the lead of Winnie Maas, maybe known to you, from the Bureau MVRDV. И то, что вы видите на фотографии, это такая, одна из наиболее, может быть, радикальных интервенций в это существующее здание, такой амфитеатр, который придумал Winnie Maas из MVRDV. So MVRDV was the main party to do the interior design. There was also Octatube involved, a Dutch bureau who was mainly responsible for the whole restoration part. Вот, собственно, бюро MVRDV, они были привлечены к этому проекту для разработки интерьеров. Также участвовал голландское бюро Octatube по как раз вопросам сохранения существующих элементов. And the complete alteration, the complete adaptation was under the lead of the restoration architects Braaksma and Roos. И Браксма и Рос, архитектор, который, собственно, отвечал вообще комплексно за процесс адаптации существующего здания и сохранения и реставрации. And so, in this kind of intervention architecture, we have an enormous amount going on at this moment in the Netherlands. И сейчас в Голландии огромное число таких проектов, которые подразумевают использование, адаптацию существующих зданий. Okay, so that is, I think, one point where Holland differs from other countries around the world. The next point is, I think, in creativity. Мне кажется, что это одно из ключевых отличий Голландии сегодняшней от многих других стран. Второе отличие – это креативность, креативный подход. We have quite some famous architects who do not only build, or in this case, not so much build, but intervene in our own country, but also abroad. У нас там много архитекторов, которые работают не только создают новые здания, но работают с существующими, и не только в Голландии, но и по всему миру. This is an example of the office of Maurer in architecture.
Например, Марун, архитектурное бюро Марун. I should say Maurer United Architects, sorry. Правильное название Марун, объединенный архитектор. And what you see here actually is an intervention that they made in the city of Shenzhen in China in 2013. На картинке это не Голландия, а Шэньчжэнь в Китае, где они делали проект Shenzhen. Did you mention the year? 2013. 2013 году. And where they transformed, or I should say intervened, into a glasswork factory that was transformed into a museum facility. Там они работали с бывшим заводом стеклодувным, который был преобразован в музей. Another example on the next slide is from, one of the famous architects in Holland today, called Floris Alkemade, who will also be in the program as provided by Elena. Следующий проект — это известный голландский архитектор Флорис Алкемаде. And what we see here is an intervention in the coal mining industry of Zollverein in the German city of Essen. И проекты, собственно, бюро будут представлены на выставке, о которой говорила Елена. А эта фотография, это работа с бывшими угольными шахтами в Эссене, Германии. And Mr. Alkemade today is the chief government architect in the Netherlands. И сейчас Алкемаде главный архитектор правительства Голландии. Next example, of course, I should mention here OMA. The office of OMA did this intervention in Venice, the so-called Fundação dei Tedeschi. И, конечно же, нельзя не упомянуть ОНЕ и проект Венеции, который вы видите на фотографии. Which actually is a 13th century palazzo on the Canal Grande in Venice. Это палаццо 13 века, который стоит на Гранд-канале в Венеции. Which was transformed to a department store. И он был преобразован в магазин, торговца. So that I think is something that the Netherlands have to offer, creative architects. То есть еще то, что мы в Голландии хорошо умеем, мы можем предложить миру, это креативные творческие архитекторы. Yet, I think that is not the only point. I think what we also have to offer is quite creative ways of organizing, new forms of organization and new forms of cooperations between different stakeholders. Но когда я говорю о креативности, все-таки это касается не только отдельных архитекторов, мы можем еще предложить довольно творческие подходы к самому процессу, к организации взаимодействия в процессе работы с историческим наследием. I'll come back to that in a later example. Я расскажу тоже чуть позже, приведу примеры. There's also great creativity in the financial sector. Также мы отличаемся довольно таким творческим подходом в финансовых вопросах, в финансовом секторе. Especially during the time of the financial crisis, all new kinds of financial constructions were developed. И это хорошо показал последний финансовый кризис, когда были разработаны новые финансовые модели решения вопросов преобразования наследия. Being less dependent on the traditional formalized banking system. Эти подходы зависели в гораздо меньшей степени от традиционных финансовых инструментов, от банков. But making use, for example, of crowdfunding, making use of interested
and committed investors. Например, использовались краудфандинговые платформы, привлекались инвесторы, которые, в общем, как-то были очень солидарны с миссией, и им хотелось самим в этом участвовать. And these financial constructions, finally, were very important in implementing a lot of these specific reuse projects. И многие проекты вот этого использования объектов культурного наследия, исторических, они как раз создавались по такой модели, по новым моделям. So creativity is not only something of the architects, creativity is also something of the managers, and creativity is also something in the financial sector. И это важно сказать, что творческие подходы, они касаются не только архитекторов, не только архитекторы могут быть творцами, но и менеджеры, и представители финансового сектора. So then I come to the third thing I think to be of a difference in the Netherlands, being the so-called polder cooperation. И третья такая черта исключительно голландская, это то, что мы называем взаимодействие по польдерам. And I think actually that the key element in the Dutch reuse strategy is cooperation. Собственно, основной момент тут, что действительно ключевой чертой реализации голландских проектов является умение договариваться и взаимодействовать. Meaning finding the common ground between all the different stakeholders. Умение находить точки соприкосновения, компромиссы между разными стейкхолдерами. And this is known in Holland as a so-called polder cooperation. И вот этот вот термин взаимодействия по созданию польдеров, я не знаю, может быть, на русском как-то есть более правильный термин. Which is said to be somewhere in the genes of the Dutchman. Уточнить можно? Польдер – это территориальная единица? Нет, сейчас он как раз расскажет, что это такое, да. Это такая исключительно голландская особенность, связана с особенностями развития Голландии. Yeah, let me briefly explain. So that goes actually back to the Middle Ages, where different stakeholders had to join together in order to reclaim land and to fight against a common enemy, being the water. Начиная с средних веков, голландцам и разным собственникам земельных участков нужно было договариваться, чтобы осушать эту территорию свою, бороться, в общем, с главной опасностью – это море. So, by tradition, dating back to the Middle Ages, there was an important reason for all different stakeholders, all different parties, how big their differences were, to somehow sit together to jointly act. Польдеры – это такие вот, как бы канальчики, осушенные между участками. В Голландии очень много можно наблюдать. И это, собственно, они в средние века собственники должны были договариваться, где эти каналы пройдут. И не всегда тебе выгодно, что он пройдет в определенном месте, но глобально это нужно делать, потому что иначе все будет затоплено водой. Вот с этим связывают вот эту вот культуру договороспособности, которая в Голландии присутствует. Вы договаривались внутри одного польдера или с группой единиц? Я просто интересует территориальные размеры. Сколько это единица, метров, километров? The question is, polders negotiations in the Middle Ages, how large were the territories where people had to sit and negotiate where the polder would go? And how large this group of people who had to come to an agreement? That was that could differ very much. But I think the number of people that sat together was not that big, maybe 10. Это по-разному бывало в различных случаях, но обычно, наверное, вряд ли это была группа больше, чем 10 человек, которые должны... The point is, they were from very different stakeholders having competing interests.
но при этом они представляли разных стейкхолдеров, разные интересы, и эти интересы друг другу противоречили. And that is what I mean to say. The tradition of sitting together of stakeholders with opposing interests and trying jointly to find a common ground to proceed is something that we also find, that we also use in this redevelopment strategy. Ну и вот эти формы взаимодействия, когда люди с очень разными, часто противоречащими друг другу интересами, целями должны сесть и договориться, и найти какие-то точки соприкосновения, вот это, с одной стороны, часть голландского менталитета и то, что очень дает о себе знать как раз при решении вопросов, в том числе использования исторических зданий. So maybe where it comes from is not too important. The main issue is that what it is about the cooperation and finding a common ground between opposing parties. То есть тут не столь важна история, как это сложилось, тут важен сам принцип, умение договариваться, умение находить точки соприкосновения самым разным людям, которые по определению не должны являться договороспособными. And an example of that is what we see here, a former good pass factory in the city of Amersfoort that left the city in 2014. И вот примерно на фотографии это бывшая фабрика, которая в 2014 году перестала существовать как фабрика. And here it was a specific entrepreneur who managed to get all different parties sitting on one table to jointly define a vision for the reuse and the redevelopment of this huge industrial site. В данном конкретном случае был конкретный бизнесмен, который посадил всех за один стол переговоров и стал обсуждать, как же использовать этот очень большой промышленный объект. So that was the municipality, that were entrepreneurs, that were tenants, that were residents. They all sat together and tried to find a common vision on how to proceed with this area in the future. Это были представители муниципалитета, и представители бизнеса, в общем, различные, и арендаторы данного здания, и местные жители, которые, собственно, собирались и обсуждали стратегию развития и видение этого места. And what came out of that was actually a very interesting process. And maybe the process in this case is more interesting than the result. И результат получился интересным, но, возможно, здесь более интересен сам процесс, чем результат. It was also not so much a blueprint of a future development that they thought of, but they thought of a more step-by-step way to go into the future. Интересно в этом процессе то, что речь шла не о какой-то картинке статичной будущего, к которой все хотели прийти, а к некоторому постепенной картинке, постепенной реализации, что мы делаем и как постепенно этот участок меняется. They did not start with an end goal, but they started with current needs. И шли не от конечной цели, как это обычно бывает, а от текущих потребностей. And step by step, they changed their ideas and they changed the implementation and the execution. И шаг за шагом идеи, предложения менялись подходы к реализации. So it gives a mix of functions of very low profile, where people with starters with low budget have just a small office. В частности, были предусмотрены возможности развития для очень маленьких и малобюджетных бизнесов.
And step by step, some of these startups grew bigger and more important. Шаг за шагом постепенно некоторые из этих стартапов, они развивались, богатели и становились больше, занимали больше места. And so actually it became a kind of micro city, a small city, where it was not only about work, but also about recreation and mainly about meeting and especially about connectivity, how to relate between different groups. И в некотором смысле эта территория представляет собой такой микрогород, маленький город, в котором представлены самые разные функции, не только места, где люди работают, но и места отдыха. И очень важны вот эти вот связи между различными объектами и функциями. And so, next slide, next to the process, in the end, it also, at a certain point, it also needs an architectural design, which should be attractive and which should fit to the identity of the new place. Но, конечно, процесс процессом, но все равно в какой-то момент необходим архитектор, который бы разработал привлекательные проекты и видение этого места. So, yeah, that brings us actually to the stakeholders. If it comes to redevelopment, we can define several stakeholders, and the interesting thing is what we can observe in the Netherlands is that the role of these stakeholders is shifting. Дальше я хотела бы поговорить про стейкхолдеров, то есть интересантов, сторон, которые имеют свой интерес в проекте и какова их роль в Голландии, потому что эта роль меняется. Three main stakeholders always are the public parties, the private parties and the civic parties, the citizens. Всегда есть три таких неизменных стейкхолдера. Это власть, представители власти, представители частного сектора и представители гражданского общества. If it comes to the public party, say the government, власть это правительство. the one that I represent, by the way. Которую я, кстати, представляю. We see that government is taking a dramatic different position in a modern society compared to today's postmodern society. И мы видим, что роль правительства, роль государственных учреждений кардинальным образом меняется в нашем таком обществе постмодерна, если его сравнивать с традиционной какой-то моделью общества модерна. In a modern society, the government was the party to act, was the one to do. Ранее роль правительственных учреждений и власти была как раз в том, чтобы что-то активно делать, предлагать какие-то конкретные решения, быть активным участником процесса. In a post-modern society, we see that government hardly does anymore, but it creates conditions, it creates favorable conditions. Сейчас же мы видим, что правительственные учреждения и правительство все меньше и меньше делает и является таким активным актором, но скорее создает условия для определенных процессов. So that also means, in my case, that we as a governmental department, we are not the property owners, we are not the managers, but we are the one to make things come true. И для меня, как представителя, собственно, одного из департаментов, это означает, что теперь моя роль, наша роль не в том, что мы собственники земли или зданий, или выступаем девелоперами, а мы создаем условия, чтобы определенные процессы происходили. And then we have several instruments to do so, luckily. У нас, к счастью, есть целый ряд инструментов для этого. One is a legal instrument. Юридические инструменты. We can list buildings and we can list conservation areas. В том числе мы можем создавать реестры объектов культурного наследия, тех зон и частей
площадей города, которые должны сохраняться. We have money, У нас есть финансовые инструменты, and so we give subsidies, мы можем давать субсидии, not specifically for restoration, но не только на реставрационные работы, but for example also in doing research for possible reuse functions. но, например, спонсировать исследования в области использования объектов культурного наследия. And what we also and mainly do, we have knowledge and advice. We provide knowledge and advice. Но также это очень важно, у нас есть знания, у нас есть экспертиза, которой мы можем делиться. Well, this is one of the examples I wanted to show you. Это один из примеров, который я хотела вам показать. This is a warehouse in the harbor city of Rotterdam Это бывший склад в портовой зоне Роттердам, called Spain, and it dates from 1912. Йопсвей называется, построен в 1912 году. And it has been listed by our department. И как раз мой департамент внес его в реестр объектов культурного наследия. Yet, what you see is there has been done quite some damage to the building, and we accepted that. Вы видите, что здание, тем не менее, прошло через довольно значительные трансформации. Quite some parts of the authentic material has been taken out, И целые части and we approved. аутентичные, которые здесь были с момента его строительства, были, в общем-то, изъяты. И мы дали на это согласование. Yet again here it is the outcome of a negotiating process. Здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что это результат довольно продолжительного, важного переговорного процесса. To a certain extent you can say, and that was also the critic that we often get, you lose parts of your authenticity. How can you do that? И действительно, очень часто звучит аргумент и критика, как вы могли, как вы можете такое согласовывать, вы же теряете наследие, вы теряете целые части, такие аутентичные здания. That is true, and to a certain extent we also regret. И да, это правда, мы признаем и в некотором смысле сожалеем. But we also have to consider the alternative. Но мы также должны рассматривать и альтернативы. If we would not have allowed this intervention, making it possible to be reused as a residential apartment block, Если бы мы не согласовали, если бы не дали возможность через некоторые значительные интервенции менять назначение этого здания и начать использовать его как жилой комплекс, then we probably would have lost it completely, since then there was no, then there would have been no revenues for the upkeep. мы, скорее всего, бы лишили здания в целом, потому что не было бы возможности финансово это здание поддерживать. And so in the end, we were happy with this result, also due to the fact that we think, in our opinion, we still kept the essential features of the structure. Поэтому в некотором смысле мы, тем не менее, результатом довольны, потому что нам удалось это здание сохранить и сохранить, по крайней мере, значительные части его аутентичные структуры. But what is more, we also think that it got an added value. Также у него появилась дополнительная ценность, дополнительная стоимость. And thanks to this added value, it was able to play a role in the transformation of the whole harbor area from an industrial site to a residential area. И благодаря вот этой вот дополнительной ценности, стоимости, это здание также сыграло важную роль в более глобальной трансформации этой зоны порта и ее модернизации, ее улучшения. And we can see some of the transformations on the
So what you see here is in the interior, there were large parts taken out in order to get light in, for reasons of making it possible to transform it for residential use. И вот как раз эта часть фотографии снята изнутри, интерьера, и здесь видно, что часть здания пришлось уничтожить, а цель была улучшение инсоляции, чтобы здание могло использоваться в качестве жилого. On the back side, on the next picture, actually not too many interventions were needed, since they could serve as balconies to the lofts that were created inside. И наоборот, сзади не потребовались какие-то глобальные трансформации, потому что это балконы, и они, в общем, так и используются сейчас. So that about the role of the public party in this process of redeveloping. Also, if we look at the private parties, there we can see a shift taking place in the Netherlands. Это вот что касается публичного сектора, госсектора, который претерпевает, роль которого меняется сегодня, но также меняется роль частного сектора. And then this, I think, is a very interesting example, being the former waterworks in the city of Dordrecht. Это очень интересный проект, это водонапорная, если я не ошибаюсь, башня. And what's happening here is that actually we see that the investor and the developer were combined. В данном случае инвестор и девелопер это было одно лицо. The investor and the developer were one and the same person, and who actually were developed the whole process without hardly any architectural intervention. И интересным образом этот инвестор-девелопер организовал весь процесс таким образом, что не потребовалось практически участие архитектора. So this was not so much an architectural intervention, but very much a private undertaken, where a developer jointly, actually, it was not only a matter of investing, it was not only a matter of earning money, but it was combined with developing and adding value to the city. И это была частная инициатива, частная такая интервенция, которая предполагала тоже создание дополнительной ценности для города. And so these former waterworks and the water tower, they were transformed to a hotel and restaurant. И вот этот объект, водонапорная башня и соседствующая инфраструктура были преобразованы в гостиницу. As we may see on the next slide. And it has become a very successful, or fashionable, I should say, restaurant and hotel. Здесь также есть ресторан при гостинице, который стал очень модным. Yeah, so also part of it, well, you see here part of how the hotel rooms were furnished. Это как вот обустроенная гостиничная номера. Which brings us to the civic side, the civilians involved. What we notice in the Netherlands, that also civil society takes another role in this whole process and sometimes becomes the initiator. And an example is here the so-called Schieblock in the city of Rotterdam. И теперь мы переходим к третьему такому ключевому актору гражданского общества, жители, граждане, их роль тоже меняется, и теперь в современных условиях они все чаще становятся инициаторами и активными участниками проекта, как мы видим, например, в этом случае, это проект в Роттердаме. So here the project was actually started by people that lived around and were in need for a working
an affordable working place. Проект инициировали жители, которые, собственно, живут в этом районе, и им нужно было место, где они могли бы работать на такой доступной цене. It was not so much a commercial reason. То есть поводом был не какой-то коммерческая цель. It was also not a public reason or a reason for public facilities. И не какая-то общественная цель в плане создания некого публичного пространства. But it were just people who were in need of a working space, an affordable working space, and joined forces and initiated to convert this huge office block to small-scale working places. Просто людям действительно понадобилось место для работы, за которое они могли бы платить, и они инициировали проект трансформации такого очень большого офисного комплекса в тоже офисы, рабочие места, рабочие пространства, но другого формата, гораздо более маленький. And the added value for them for doing this jointly is in connectivity. И для них ценность была в том, чтобы создать некоторую связанность. Sitting with so many different people of the same branch of, in this case, creative industry, creates a lot of connections that they need for their start-up facilities. Потому что в процессе неизбежно участвовали очень много представителей креативных индустрий, разных маленьких бизнесов, которые в этой области сейчас работают. И создавались такие связи между бизнесами и между стартапами. Yeah. And so a huge office building like this accommodates the possibility of connectivity that they would not have found if they would have individually looked after specific work spaces. И вот эта вот связанность, вот этот нетворкинг бизнесов стал возможен именно в этом месте, в таком большом офисном пространстве, где все они могли бы разместиться и иметь небольшие такие рабочие места. А если бы они стали искать себе такие рабочие пространства в других местах, то этой связанности не возникло бы этих контактов. So, we see some of the workspaces, how they work and how they share workspaces in here. Вот, собственно, например, как это выглядит внутри, как это пространство делится. And how, also very important in their concept, they also create spaces where they can meet and where they can get connected. И очень важно, чтобы изначально в концепции была заложена вот эта идея создания связи через создание пространств, где люди могли бы встречаться и общаться. Можно вопрос? Авторы концепции сами жители, или это город выставляет такой лот и говорит, что вот на этой территории можно что-то делать, предлагаете? Кто инициатор? Who was the initiator of the process? Was it the residents themselves, or was it the city said, here is the lot that we've got of this complex that will be redeveloped, and come up to us with your proposals and we'll consider? In this case, and that is the interesting part, it was the civil society. It were just citizens, people that lived around, so they were not so much in need of a house, not so much in need of housing, but they were in need of a workplace for themselves. They initiated it, so they found each other, they joined forces, and they took the initiative. They then approached the government. They then approached an investor, and so that's how it started. То
Вот в этом примере как раз интересно то, что инициатива как раз происходила от жителей, которые осознали эту потребность свою в создании таких связей между бизнесами, и, собственно, они нашли друг друга, то есть познакомились, а дальше вышли. Следующий вопрос. У них прописана процедура подачи подобной заявки, есть департамент, который занимается этим. Как он называется? And so does it mean that there is a certain procedure that is officially in place that residents know about, where they can apply, they go to a particular department, they fill in application, say that's what we want. How is the process of this? Oui, I'm afraid there's not a formal procedure. Yes, but it has, this idea has been repeated recently on my Facebook. I saw a call for people who wanted to find a workspace in an old building on Spain, and you could register. So this idea has been taken over by governments, by investors who, for the time being, do not know yet what to do with the building. So, yeah, there are several forms. Yeah, okay, that's true. There are several forms. In this way, there was not a specific procedure, there was not a specific formal way to do it. I think the interesting thing of this case is also that it shows the power actually of the people. There were just enthusiastic people who joined forces. В данном конкретном случае не было никакой разработанной процедуры, алгоритма действий, и этим этот проект интересен, что это была инициатива жителей, и что они таким кардинальным образом смогли повлиять на значительную часть города. Вот Ида добавила, что после вот этого примера стали возникать уже инициативы, в том числе на Фейсбуке, где уже правительственные какие-то департаменты или частные инвесторы объявляли такой колл, запрос, что если вам интересно вот это объявляет сейчас, девелопер объявляет запрос или правительство, тогда они что, просто пикетом в мэрию пришли? Есть сейчас разные примеры, вот Ида про это сказала, что это может быть, да, где-то и правительство, где-то и частные инициативы, но они возникли уже после вот этого первого проекта, который был абсолютно низовой. Он случился как? Они просто пришли на демонстрацию? So the question is, how did it practically happen? This group of residents, did they just come turn up the mayor's office and say, Mr. Mayor, this is what we want? Actually, yes. Actually, that's... Потому что у нас сейчас та же ситуация в Москве, потому что как бы есть инициатива, непонятно в какое окно подать заявку. The question is because in Moscow very often we're wondering, okay, well here is we have this wonderful initiative, but what do we do with it? Where do we go? And the answer is May I add something? The difference in the Netherlands that we have for all our spaces urban plans. And if you stay according to urban plans, and there's a lot also for activities you don't have a special permit. If you stay in the urban plan, you do need a real permit because of the character of your inventions and your new program. Then you're free to do it. You don't have to ask permission in a lot of cases because the urban plans can be very global, very in headlines. So you have very space to development. Но это также связано с определенной традицией территориального развития и стратегией городского развития, которые планы, которые имеют такой очень общий характер и не фиксируют четко, как будет развиваться тот или иной район, и поэтому есть достаточно много пространства для каких-то инициатив и гибкости. Wasn't the reason of economic crisis of the 2008 which changed the plans and then citizens were able to suggest something alternative way for the investors? Это связано с финансовым кризисом 2008 года, когда как раз возникла необходимость изменений в планах по экономическим соображениям, и как раз возникла эта ниша для инициативы. Yeah, we certainly have to take into consideration the conditions at the moment. One condition was
there was a lot of more or less unemployed people who could not afford an expensive office space. That's one thing. Ну, конечно, был определенный контекст, в том числе экономический, который этому способствовал, в частности, что возникло действительно большое количество людей, которые не могли позволить себе арендовать за большие деньги офисное пространство. The other point was the office building, the office block, was standing more or less idle due to also economic shrinkage. There was only a few people that worked there, so that was also an И issue. по этой же причине финансового кризиса здание практически было не загружено, там очень мало людей работало, и оно было неэффективным. And what was also important is that there was a local government, who was in the end willing to support these initiatives. И, конечно, очень важный третий фактор, что муниципалитет в данном случае был очень открыт и был готов поддерживать и обсуждать инициативы жителей и дать этому ход. But I think the interesting thing is, or what we can learn here, is that there are forces within civil society who can also, if there is not a formal way, have so much force that they create it themselves. There is a creative force in civil society, and so we need not always only rely on the private sector, we need not always rely only on the public sector, but there is also just within the society, there is a lot of energy. Но все вот это вот, да, безусловно, это фактор и контекст, который сильно повлиял. Но здесь важно также сказать, что этот пример показывает, что внутри гражданского общества есть очень большой ресурс и потенциал, и вот эти вот силы, которые при должном объединении становятся очень мощным фактором в развитии и могут привести к таким кардинальным, очень важным изменениям, даже при отсутствии какой-то выстроенной четкой системы, алгоритма, процедуры. А вот еще вопрос, я извиняюсь. Вопрос такого свойства. Вот собралась какая-то инициативная группа, они сначала обсуждают, а потом приглашают архитектора на эскиз. И архитектор входит в эту команду и как бы предлагает какие-то концепции именно пространственные в ходе обсуждения. В какой момент появляется проектировщик? Was the designer, the architect involved in this particular project from the very beginning, or in similar initiatives that happen from bottom up, or at which stage does the architect get involved? That's an interesting point. He was not. Интересно, что в данном случае вообще И в предыдущем не было, где были апартаменты. And in the previous one, the compartments, in the waterworks project. Не, я другой спросила. Вот который порт тоже изначально не было. The residential one that was in the Rotterdam port. There was. But actually that brings me to my next point. Where is the architect? Вот это как раз приводит к следующему слайду, к следующей части, какова роль архитектора, где он вообще в этом процессе. Thank you for your question. I think Спасибо indeed. за вопрос, очень And that brings us to the question, where is the architect? Where is the architect? Please, yeah. How many people were in the initiative? This is looking down. Возвращаясь к предыдущему, сколько было людей в этой группе инициатив? To be effective. Сколько нужно людей, чтобы эту группу услышали, чтобы она была эффективной? I must admit that I do not know all these details. Я, к сожалению, деталей не знаю всех. I do not know exactly how big the initial group was. I do know that it was not big. Не знаю, сколько было людей, не знаю, что она была не очень большая. So, meaning that if you are not big, you have to be clever. Что означает, что если ты небольшой, то надо быть умным. So, they managed to convince the government by making a lot of noise. Им удалось повлиять на, собственно, решение правительственное, создав большой шум вокруг этого проекта. By involving the media.
привлекли медиа, some kind of events. They did some kind of placement there, проводя мероприятия на этом месте, attracting attention. привлекая внимание. And finally, that step by step, well, more people became involved, more people became interested, and there was public opinion telling, well, why don't we allow this? It can help. So that means that also politicians had to rethink, and so that is how slowly the process. И в результате маленькая группа становилась все больше, и все больше людей принимали участие. И главное, что было сформировано уже общественное мнение и некий запрос правительству, что давайте-ка вы услышите людей, вот что люди хотят. So then, coming to the architects, as we noticed, as you correctly pointed out, in many of the projects, the architect is somehow missing. Как вы очень правильно заметили, в ряде проектов архитектор вообще отсутствует. Besides, in this particular field of architecture we are talking about, it is maybe something that many architects would not consider architecture, but maybe interior design. Ну и еще особенность вот как раз этой области использования исторических зданий, что многие архитекторы считают это не совсем вообще их сферой деятельности, не совсем архитектурой, а больше дизайном интерьера. It is a specific kind of architecture, I think, a kind of intervention architecture. Ну, в любом случае, это такая как бы особая область архитектуры, архитектура таких интервенций. But there are also other examples. Есть и примеры. And I think also the role of the architect in this reuse and redevelop strategy is changing slowly. И роль архитектора тоже меняется в процессе использования исторических зданий и объектов культурного наследия. So we see also a shift in this role of architect, no longer of not only being primarily the designer, but taking other roles. Maybe the most important role he is taking, or she is taking, today is being a kind of moderator. Интересным образом роль архитектора сегодня часто меняется, в том смысле, что это не столько проектировщик, а часто медиатор или модератор. But there can be other roles as well, and then therefore I want to show you this example. Другие роли возможны. Let me quickly explain the context. What you see here are the former tramway depots in the inner city of Amsterdam. Это бывшее трамвайное депо в Амстердаме. That were standing idle for many years, more than 10 years. И тоже много лет стояло пустым, заброшенным. And although they had, as you may see, had quite interesting historical features, they actually had no more use. И при том, что здание, как вы видите, очень интересное с архитектурной точки зрения, но все, его уже не было, его нельзя было уже использовать с прежним функционалом. And in this specific case, but we have more of these specific cases, the architect took a very, actually, he took all the roles. Интересно, что в этом конкретном случае архитектор, наоборот, взял на себя все возможные роли. The architect being André van Sticht. Архитектор Андрей фон Стих. Van Sticht, yeah, strange. He was he was the initiator. He saw the potential of this complex and wanted to do something with it. С одной стороны, был инициатором этого проекта, потому что видел громадный потенциал в этом здании. He was also very much triggered by the architectural beauty of the existing structures. Он очень впечатлила красота конструкции, красота здания. But he was also
the one who invested his own money. Но он также был инвестором, он инвестировал свои собственные деньги в этот проект. He also took the role of developer. Он же выступил в роли девелопера. He invited all the parties around to get involved. Он пригласил самых разных участников и стейкхолдеров в этот проект. Being entrepreneurs who should make a hotel and a restaurant in the premises. В частности, бизнесменов, которые были готовы здесь устроить гостиницу и ресторан. He invited residents around to discuss what their needs were. Он привлек к проекту жителей, чтобы с ними была возможность обсудить, что они ожидают от этого проекта. He also got the municipality involved. Он же привлек муниципалитет. And in the end was the one to execute and implement. И в конце концов он же проект реализовал. So actually the architect was the one who did it all. And well, so far it was not an easy project, it was quite long. I have a few И pictures. в результате, в общем, он сделал все практически, хотя это был очень непростой проект. Actually, it was very much. Actually, it should become a new part of the dilapidated city, and it wanted also to revitalize the city quarter. So it was actually very much also a planning procedure in this case. И в данном случае это также проект ревитализации района, который был в довольно плохом состоянии, и поэтому проект включал в себя серьезные такие упражнения по планированию. And well, as you may see on the next picture, it was a very fashionable. Today, it is a very fashionable place in the city of Amsterdam, where many people like to go for leisure and play. А сегодня это очень модный район Амстердама, куда приходят много людей, любят проводить здесь время. And then to end this lecture with also a negative side. Закончить я хотела бы на негативной ноте. I'm afraid in all these stories there is never, it is never about being right or wrong, but it's very much about strategic choices. В конечном счете все эти примеры это не про то, как правильно и неправильно, а про некие стратегические решения. How very successful this project was, how very heroic this architect acted. В этом случае проект был очень успешный, а архитектор просто героический. How passionately he tried to involve all the community around. И он со всей страстью в этот процесс включился и вовлек жителей. Well, his critic now is very much by the public around that there is a huge problem of gentrification. Но теперь его все очень сильно критикуют, потому что этот район теперь становится таким очень джентрифицированным. Making the real estate prices rise that high that low-income groups are partly pushed out. Цены на недвижимость поднялись настолько, что уже те жители, которые до этого здесь были, особенно с невысоким доходом, они просто не могут себе позволить в этой части города оставаться. So meaning that we have to make a new book and a new exhibition on how to deal with all these issues, but that is for next time. Поэтому следующая книга и следующая выставка, наверное, будут посвящены этим вызовам и как мы с ними работаем, но это в следующий раз. So what I would like to end with is to tell you, well, our experiences we put into this book. And this book we want to present here in September. Но пока речь идет о вот этой книге, которую мы недавно издали, и которую мы планируем презентовать в сентябре. It is not our intention to say that this is the only way and that this is the best way, but it's just the way that we do it. Ни в коей мере не претендуем на какую-то абсолютную правду, что вот это единственный способ, как надо делать, и что мы лучше, но это просто рассказ о том, как мы это делаем. And the main reason to
do so is to have the debate with you. И главное – это возможность обсуждать с вами и двигаться дальше. So